Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы и медитации для достижения целей. На канале есть все инструменты в помощь вам для улучшения жизни. Ведь по большому счету все всегда в ваших руках. Только вы можете решить, что же делать с вашей жизнью. Ведь что мы излучаем, то мы и притягиваем, то мы и получаем. Если вы будете об этом помнить, вы сможете притягивать самые невероятные события в вашу жизнь. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, стихия Земля. У меня тут немножко сдвинулась карта. Знаки зодиака: Тельцы, Девы и Козероги. Давайте же посмотрим, что же основное в ближайшую неделю. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Ну и обязательно, конечно же, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Все знают, когда мы улыбаемся, нам хорошо. И чем больше мы улыбаемся, тем больше причин для улыбок дает нам Вселенная. Опять повторяю, я это буду повторять много-много раз, чтобы оно все-таки вошло в ваше подсознание. Что мы излучаем, то мы и получаем. Ну а сейчас я выложила уже карты. Надеюсь, вы улыбаетесь, вы готовы, и начинаем. Тельцы. Ближайшая неделя. Первое, что могу сказать, в ближайшую неделю будет очень много дел. Будете более заняты, чем обычно. Вот тут возникнет вопрос успевания. Успеть сделать все. Придется расставлять приоритеты. Также, мальчики, для тех, кого это интересует, ожидает встреча с женщиной. Это женщина старше 45, шатенка, рыжеватая, с темными глазами, открытая, прямая, прямолинейная и немножко даже рисковатая женщина. Кстати, я, например, люблю таких людей. Всегда знаешь, что человек о тебе думает. Никогда человек не говорит у тебя за спиной. Но очень часто бывает, что неприятно, люди не любят слушать о себе правду. А эта женщина всегда говорит правду и то, что она думает. Ну, из-за этого иногда бывают у нее конфликты. Вот такая интересная женщина идет к вам, и встреча с ней вполне возможна в ближайшую неделю. Для тех, кого интересует финансовая помощь, но не финансовая помощь как просто одолжить деньги у друзей, у родных, у близких. Нет, мы говорим сейчас о финансовых организациях, в которых мы берем деньги под процент, под интерес. Вот эта девушка может быть работником банка, с которым вам было бы здорово встретиться. Кстати, она может все организовать для вас быстро и качественно. Ну, опять же, смотрите, я, живя в Канаде столько лет, уже привыкла, что мы, практически в 100% деньги одалживаем в банках. Есть ипотека, есть суды, есть кредиты, разные виды всего. Есть кредитные линии, кредитные карты, и все это организовывается через
банк или финансовые организации. Поэтому для меня это нормально пойти в банк и встретиться с работником банка для того, чтобы получить кредит или ссуду. Вот тут это основное яркое, что я увидела. Девы, смотрим, что же у вас в ближайшую неделю. Ну, для тех, у кого проблемы в отношениях, могу сказать, что или вы будете ревновать, или вас будут ревновать. Больше я вижу, что вы будете ревновать. Ну, а почва. Есть ли почва для ревности? Я знаю, вы знаете, вот ревность – это чувство человека, неуверенного в себе. И сразу могу сказать, если у вас это чувство возникает, значит, есть задачи с уверенностью в себе. Значит, надо учиться, учить себя быть уверенным в себе и доверять себе. Прежде всего, человек, уверенный в себе и доверяющий себе, не испытывает чувства ревности. А у вас вот вся неделя идет в таких, знаете, я вижу как качели. Какой-то всплеск, потом какой-то спад, и начинается вот это чувство ревности. Это именно в сфере отношений. В сфере работы, карьеры и бизнеса будете переживать за что-то. Что-то, скорее всего, не пойдет по тому сценарию, который вы себе запланировали. Всегда вспоминайте, что сценарий мы не заказываем, мы не можем заказать сценарий. Да, иногда получается, что наши планы реализовываются именно по тому сценарию, который мы себе прописываем, может быть в голове, может быть и даже на бумаге. Но в большинстве случаев, и идя к цели, работая, делая что-то, сценарий приходит к нам от высших сил, от Вселенной, от вселенской энергии. Ну, для тех, кто верит от Господа, вот именно сценарий мы не выбираем. Поэтому, что бы ни происходило, вы поймите, что все равно. Да, может быть, немножко другим путем. Может быть, где-то сделали ошибку, и надо эту ошибку исправить, обойти что-то, переделать что-то. Но ни в коем случае не теряйтесь и ни в коем случае не переживайте. Опять же, есть же еще одно выражение. Все, что не делается, делается к лучшему. Значит, если что-то не получилось, значит, ждет кто-то или что-то лучшее. И вот с таким настроем вы точно можете избежать вот этих эмоций. Подумайте, выбор-то все равно ваш. Ну и козероги, смотрим. Ну, козероги, будете искать выход из какой-то ситуации, выход налицо, выход рядом, прямо тут. Но по какой-то причине вы не будете его видеть. Насколько понимаю, будут обуревать определенные эмоции. Ну, а так как вы будете искать выходы, будете расстроены, я тут могу сказать, что эмоции не будут позитивными, и будете в раздумьях. Вот так вот будет идти неделя, что-то, скорее всего, или уже произошло, или произойдет, что вам не совсем понравится. Ну и вы уже всю неделю будете от этого отходить, будете в раздумьях, будете искать, ну, образно говоря, пятый угол. По той простой причине, что я вот даже карта показывает, что выход есть, а вы смотрите в другую сторону. Анализа. Включите больше анализа в ближайшую неделю, мои дорогие козероги, и все у вас будет здорово. И, конечно же, если что-то не происходит так, как вы запланировали,
нет смысла нервничать, нет смысла переживать, просто проанализировать и что-то поменять и идти дальше. Подумайте об этом. Выбор-то, как всегда я говорю, выбор всегда ваш. Это ваша жизнь. Я только проводник, я могу рассказать то, что я вижу. Ну и, конечно, дать совет, как избежать определенных подводных камней. А принимать совет, не принимать, делать, не делать, это все равно ваш выбор. Кстати, очень люблю я, когда я осознала, что у меня всегда есть выбор в любой ситуации, это очень облегчило мою жизнь. И это здорово. Я понимаю, что я под контролем, что я контролирую свою жизнь. Вот как-то так. Ну что, давайте же общий совет для стихии Земля. Но я вам хочу сказать, что вот в принципе, кроме Тельцов, у которых хотя тоже будет расстановка приоритетов и будет стоять выбор, перед ними, перед всеми вами будет стоять определенный выбор в ближайшую неделю и поиск выхода из различных ситуаций. Эта карта говорит, что выход есть всегда как минимум 2. И так как вот даже карта, можете посмотреть, девушка с завязанными глазами. О чем говорит это? О том, чтобы найти выход, надо открыть глаза. Он есть. Помните об этом. Ну, я же не сказала в начале расклада. Ну, как всегда, колода, мой оракул на исполнение желаний. Загадывайте желания, хотела опять сказать, сосредоточьтесь. Ну, в принципе, да, можно и так. Сосредоточьтесь на ваших желаниях, ваших целях. И мы сейчас посмотрим, что же произойдет с вашими желаниями. Ну, по крайней мере, в ближайшую неделю, так как я раскладываю карты каждую неделю. Смотрим, мои дорогие. Перефразируйте. Ваши желания обязательно исполнятся. Перефразируйте. Я много раз уже, и каждый раз я повторяю, как правильно формулировать желание, ставить цели, формулировка. Формулировка очень важна. Помните, без частицы «не», в законченном настоящем времени или даже в прошлом, что у вас уже это есть, что вы уже получили это. И, конечно же, не используя глаголы «хочу», «добиваюсь», «зарабатываю». Это все тяжелые глаголы, и их надо заменять. У меня есть видео, и не одно, как правильно ставить цели и загадывать желания. Заходите в плейлист «Измени свое будущее сейчас», и вы там его найдете. Кстати, ссылочки на плейлисты я вывожу можно сказать, в правый верхний угол. Да, у меня не зеркально, тут я вижу все, я все вижу так, как оно есть. Ну что, смотрим сейчас, девы, что же у вас происходит. Попросите ангелов. Вы знаете, если сами не можете справиться с вот этими эмоциями, которые, как я понимаю, они же мучают вас, попросите ангелов, попросите кого-то, проконсультируйтесь с кем-то, просто поговорите с кем-то из знакомых, друзей, близких, с кем вы комфортно общаетесь, и все будет здорово, и действительно ваше желание исполнится. Это максимум, а как минимум уйдет вот эта нервозность, уйдет ревность, уйдет раздражение. А когда вы избавляетесь от этих эмоций, эти эмоции съедают очень много энергии, чтобы вы это помнили. Избавляясь от негативных эмоций, потому что эти эмоции все
низкочастотные, а для жизни, для жизненного тонуса нужна более высокая частота, и идет диссонанс, и, соответственно, вы очень сильно устаете. Я говорю, всему есть объяснение, даже вот именно с точки зрения науки, не просто здравого смысла, а с точки зрения науки и с точки зрения энергетики. Поэтому подумайте, девы. Ну и козероги, давай посмотрим. Ну, конечно, вряд ли. Вряд ли пока ваше желание исполнится. Вы знаете, если говорить о желаниях по этой карте, вы не совсем даже знаете, чего вы хотите действительно. Пока вы не имеете точную картину, чего же вы действительно хотите, ваши желания вряд ли будут исполняться, а даже если и будут исполняться, вы будете смотреть и думать, я не это загадывал, криво, косо, не впопад. Поэтому вот тут точность, важна точность, важна уверенность и важен ваш взгляд и действительно какие-то ваши действия. Даже вот я смотрю, потому что я вижу у стихии Земля, я смотрю, что даже пройти пару практик, которые есть на канале, они же в свободном доступе, только ваши пару минут. Подумайте об этом, это ваш выбор. Ну а я, в свою очередь, желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, это ваша благодарность за мою работу и помощь, ведь каждый расклад наполнен позитивной энергией, и просто смотря мои расклады постоянно, ваша жизнь тоже будет меняться. Ну а также под каждым видео есть ссылочки на донаты, где вы можете поблагодарить меня и помочь в развитии канала и создании новых роликов. С вами была Женя. Я люблю вас, мои дорогие. Увидимся скоро. Пока.